Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики моего YouTube канала. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодняшняя тема нашего видео, о которой я буду говорить прямо и без дипломатических реверансов и политкорректных экивоков. Тема связана с языком. С русским языком в Украине. Сегодня 27 июля 2026 год. Речь в моем видео пойдет о том, как в Украине системно уничтожают права русскоязычных граждан. И делают это под прикрытием красивых лозунгов о государственности, о деколонизации и защите от агрессора. Давайте начинать. Перед началом можете подписаться, поставить лайк, поделиться этим видео, прокомментировать потом. Итак, поехали. Начнем с замечательной формулы. Мова оккупанта. Когда русский язык в Украине внезапно стал языком оккупанта? Оказывается, не в 2022 и даже не в 2014. Отдельные деятели, вроде Ирины Фарион, кричали об этом еще с 1991 года. То есть, начиная с того момента, когда Украина только-только образовалась, только-только получила независимость. И уже тогда нашлись люди, которые объявили язык миллионов собственных граждан языком врага. А после 2014 и особенно после 2022 эту формулу подхватили все, от политиков до блогеров. И теперь это почти государственная идеология. Удобно, не правда ли? Не надо разбираться в сложных исторических процессах. Не надо признавать, что русский язык родной для миллионов украинских граждан. Просто взял, объявил его мовой оккупанта. И совесть чиста. Можно дальше запрещать, ограничивать, вытеснять, дискриминировать, геноцидить. Теперь о запретах на русскоязычный контент. Нам постоянно твердят: никто ничего не запрещает. Говорите дома сколько хотите. Ах, какая трогательная забота о правах человека. Только вот в публичном пространстве, в транспорте, в кафе, в учреждениях культуры, на радио, на телевидении, в книжных магазинах русский язык методично выдавливают. Музыку российских исполнителей запретили. Книги из России и Беларуси запретили. Местные советы один за другим вводят моратории на русскоязычный контент. И все это под соусом защиты информационного пространства от гибридных угроз. Такая себе гибридная контратака. Интересно, а вот когда речь идет о правах венгров, румын или крымских татар, никто не орет про гибридные угрозы. А вот когда миллионы русскоязычных украинцев хотят слушать музыку, читать книги и смотреть фильмы на своем родном языке, сразу
угроза национальной безопасности. Двойные стандарты? Да нет, что вы, просто особенности исторического момента. Особо умиляет в этом плане позиция европейских структур. Венецианская комиссия еще в 2019 году прямо написала: украинский закон о языке не обеспечивает баланса и содержит дискриминационные нормы в отношении русского. Европейский Союз периодически напоминает о правах меньшинств, но как только дело касается именно русскоязычных, энтузиазм резко падает. Война, понимаете, агрессия. Можно закрыть глаза на то, что права миллионов людей ущемляются. Главное не разозлить Киев. Такая вот европейская принципиальность. А теперь самый циничный эпизод. Исключение русского языка из Европейской хартии региональных или миноритарных языков. В декабре 2025 года Верховная Рада приняла закон, а в июне 2026 Зеленский его подписал. Русский язык торжественно вычеркнули из списка защищаемых. Официальная формулировка – это язык государства-агрессора. Он не является типичным миноритарным языком. Прекрасно. То есть хартия, которая создавалась для защиты языковых прав, вдруг стала инструментом наказания за то, что твоя страна ведет войну. Логика железная. Если государство-агрессор говорит на каком-то языке, то носители этого языка на территории жертвы агрессии автоматически теряют международную защиту. Интересно, а если бы Россия говорила, скажем, на французском, французов в Украине тоже лишили бы прав? Хартия четко говорит: защищаются языки, которые традиционно используются гражданами данного государства и носители которых составляют меньшинство. Русский язык в Украине традиционно используется гражданами Украины. Это не язык мигрантов. Поэтому критерию он полностью подходит. Но украинским властям это не важно. Им важно другое. Численность. Русскоязычных слишком много. Их нельзя назвать небольшим уязвимым сообществом, а значит, можно вычеркнуть. И вот здесь начинается настоящий цинизм. Болгарский оставили, румынский оставили, венгерский оставили, потому что их носителей мало. Хотя и Румыния, и Болгария, и Венгрия – это государства, где эти языки являются официальными. А русских, русскоязычных в Украине много, а значит, он опасен. Получается, права человека в Украине зависят от количества носителей.
Чем вас больше, тем меньше у вас прав. Прекрасно. Европейская логика в исполнении украинского парламента. Посмотрим на цифры, раз уж речь идет о численности. По переписи 2001 года русский как родной указали почти 30% населения, более 14 миллионов человек. До войны по опросам дома на русском говорили от четверти до 40%. После 2022 года цифра резко упала. По данным КМИС 2025 года преимущественно на русском дома говорят уже только 13%. И еще 19% на обоих языках. Украинские политики радостно рапортуют о добровольном переходе. Конечно, добровольном, когда тебе годами объясняют, что твой родной язык – это язык убийц, когда его вычищают из публичного пространства, когда детей в школах фактически лишают полноценного изучения русского, когда в обществе создается атмосфера, в которой говорить по-русски стыдно и даже опасно, это, конечно, исключительно свободный выбор. И вот, друзья, мы подошли к главному. Нам говорят, цель политики – это укрепление украинского языка, преодоление русификации, защита от российского влияния. Красивые слова, только вот на практике происходит системное сокращение сферы существования русского языка и уменьшение числа людей, которые продолжают на нем жить. Государство создает условия, при которых русский становится все менее удобным, менее престижным и менее безопасным в публичной жизни. А война добивает то, что не добила языковая политика. Можно сколько угодно твердить, что никто никого не заставляет, но когда один язык методично вытесняется из образования, медиа, культуры и официальной сферы, а носителей другого языка обвиняют в том, что они говорят на языке оккупанта, это и есть политика, направленная на уменьшение количества русскоговорящих. Просто ее стыдливо называют утверждением государственного языка. Русскоязычные граждане Украины – это не пятая колонна. Это люди, которые живут в этой стране, платят налоги, служат в армии, гибнут на фронте. Многие из них защищают Украину с оружием в руках, и при этом их родной язык объявляют вражеским, а их права второстепенными. Это не защита государства, это месть языку и людям, которые на нем говорят. Я считаю, что права человека не должны зависеть от того, на каком языке человек думает и говорит, и уж тем более не должны зависеть от того, ведет ли войну соседнее государство. То, что
происходит с русским языком в Украине, это не деколонизация. Это дискриминация, прикрытая патриотической риторикой. И в завершении скажу прямо и без всяких оговорок. Цель языковой политики Украины – это не защита государственного языка, не преодоление русификации и не обеспечение национальной безопасности. Цель языковой политики Украины – это значительное сокращение численности русскоговорящих. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.